Всем привет! С вами как всегда Алекс, и да, снова ноутбук от компании Lenovo. Почему именно Lenovo? Да все элементарно просто. Есть спрос, есть и предложение. Сейчас новые легионы находятся просто на пике своей популярности, и реально очень многие хотят их купить себе. Правда, есть определенная загвоздка, но не будем об этом сейчас. Факт остается фактом. Новые легионы — это лакомый кусочек, который хочет получить практически каждый. И вот видя эту ситуацию, я и принял решение, что я хочу отснять как можно больше обзоров на новые легионы в разных комплектациях. Многие могут сказать: подожди, так у тебя уже вроде был обзор на Lenovo Legion 5 Pro. Да, он был, но там была карточка RTX 3060. А в сегодняшнем экземпляре у нас установлена RTX 3070. И вот как раз на этом экземпляре мы постараемся вообще выяснить, что из себя представляет ноутбук, насколько он горяч или нет, ну и главное, мы обсудим его цену. Ну а теперь начнем. Корпус. Как и говорил в прошлом обзоре, ноутбук сделан частично из пластика, частично из металла. Верхняя и нижняя крышка металлическая, а рабочая панель, где клавиатура, это пластик. Ноутбук собран очень хорошо, и к самой сборке придраться особо не к чему. По начинке здесь установлен процессор Ryzen 7 5800H на 8 ядер 16 потоков. Базовая тактовая частота 3,2 ГГц, а в турбобусте 4,4 ГГц на одно ядро. Видеокарточка установлена RTX 3070. Также стоит один SSD M2 формата на 1 ТБ от компании Western Digital и 16 ГБ OZU в двухканале с частотой 3200 МГц от компании Samsung. SSD-шник достаточно шустрый, система летает быстро и ничего не тормозит. Экран. Здесь установлена Quad HD матрица уровня IPS на 165 Гц с соотношением сторон 16:10. Размер экрана 16 дюймов. По цветовому охвату ситуация следующая. 100% sRGB, 76% ARGB и заявленная яркость 500 нит. Время отклика матрицы 6 миллисекунд, а с включенной функцией Overdrive отклик составляет 3 миллисекунды. Засветов на первый взгляд вроде нет. Хотя я также и не могу сказать, что экран чист, поэтому решайте сами. Также, если посмотреть на экран, то можно увидеть веб-камеру. О вебке я уже говорил в прошлом обзоре, и в целом она неплохая. Проверка камеры и микрофона в ноутбуке Lenovo Legion 5 Pro. Ну, в целом нормально. Клавиатура. Здесь она полноразмерная. Цифровой блок справа и нормальные стрелочки здесь есть. Также здесь присутствует 4-зонная RGB подсветка, и настроить ее можно в фирменной утилити. Кстати, по заявлению Lenovo, чтобы улучшить дополнительный приток воздуха в ноутбук, они также сделали захват воздуха через клавиатуру. Насколько это чувствуется, ну, тяжело сказать. Но сама по себе клавиатура не горячая, и во время ваших потных каток в играх руки вы точно себе обжигать не будете. Тачпад. Здесь он большой, удобный, и если вы часто им собираетесь пользоваться, то, думаю, вам он понравится. Фирменная утилита. Здесь все так же есть гибридный режим, который весьма сильно продлевает работу ноутбука от батареи. Также присутствует функция Rapid Charge, которая позволяет зарядить ваш ноутбук на 90% за 1 час. И, естественно, никуда не делись разные режимы самого ноутбука. А именно тихий, сбалансированный и производительный. Кстати, все эти режимы вы также можете переключать, даже не заходя в саму фирменную утилиту. Вам достаточно просто нажать комбинацию кнопок FN плюс Q. Также, как я и говорил до этого, именно в фирменной утилити вы можете настроить всю подсветку клавиатуры. Выбор там весьма большой. Любите переливающуюся радугу? Без проблем. Хотите, чтобы клавиатура была только одним цветом? Можно и так. Короче, я думаю, что каждый найдет для себя что-то подходящее. По портам. С левой стороны вы видите один USB Type-C, он же DisplayPort, и смежный вход для наушников и микрофона. С правой стороны находится рычажок отключения веб-камеры и один USB-A. С задней части ноутбука мы видим RJ45, один USB Type-C, который поддерживает зарядку Power Delivery до 100 Вт, 2 USB-A, один HDMI и еще один USB-A с поддержкой зарядки устройств током до 2 А и порт для подключения зарядки. Вес ноутбука составляет 2 кг 450 грамм без зарядного блока. Зарядный блок идет в комплекте на 300 Вт.
Ну а теперь к более интересным вещам, а именно к перфорации нижней крышки и к самой системе охлаждения. Перфорация крышки весьма неплохая. Прорезей на крышке достаточно, и вентиляторы без проблем могут захватывать холодный воздух снизу. Если снять крышку, то мы можем видеть 2 вентилятора и 4 тепловых трубки. Воздух здесь выдувается назад и в бока. Также мы видим 2 слота для установки ОЗУ, 2 слота для установки SSD M2 формата и весьма емкую батарейку на 80 Вт-часов. Звук в этом ноутбуке реально хорош. Разве вы не знаете, кто я? Меня невозможно убить! Вы не знаете, кто я? Я Ивар Бескостный! Я Ивар Бескостный! Меня не убить! Я Ивар Бескостный! Да, как и в прошлом обзоре, я уже говорил, что передать качество звучания динамиков через микрофон очень тяжело. Но по моему личному мнению, звук стал реально лучше. Он теперь еще более громче и, знаете, еще более чище. А теперь мы переходим к разным бенчмаркам и к разным стресс-тестам. Corona Benchmark. Тест был пройден за 1 минуту 50 секунд. Частота процессора была 3,9 ГГц. Теперь Cinebench. Ноутбук набрал 4988 баллов. Следующий Firestrike Extreme. Ноутбук набрал 12800 баллов. TimeSpy. Ноутбук набрал 10505 баллов. Geekbench. В многопотоке ноутбук набрал 7183 балла. Blender. Результаты вы можете сами видеть перед своими глазами. И напоследок это Adobe Premiere Pro. Для теста я взял материал с обзора на Acer Nitro 5 2021 года. Видео было отснято в 4К 30 кадров в секунду. Общая продолжительность 18 минут. Рендеринг занял примерно 13,5 минут. Температуры на процессоре в среднем были 78-83 градуса. Хотя бывали также пару раз скачки до 91-93 в самом начале. Частоты процессора были 3500-3700 МГц. А теперь к самому жесткому. AIDA 64 плюс Heaven Benchmark. Тихий режим. Частоты на процессоре 2700-3000 МГц. Температуры на процессоре 72 градуса. Карточка прогрелась до 71. Сбалансированный режим. Средние частоты на процессоре 3600-3700 МГц. Температура на процессоре 88 градусов. Карточка прогрелась до 74. И напоследок производительный режим. Частоты на процессоре в среднем 3500-3900 МГц. Температуры на процессоре были 88-89 градусов. Карточка прогрелась до 76-77. А теперь только AIDA 64, чтобы загрузить только процессор. Температуры на процессоре были 77-78 градусов. Частота процессора была 3950-3970 МГц. И напоследок предлагаю прослушать уровень шума вентиляторов под нагрузкой в разных режимах. Ну что, со всякими стресс-тестами мы закончили, и теперь можно перейти к самому главному, правильно? Правильно. Теперь мы переходим к играм. Tanki Benchmark Encore. Ультра настройки графики. Процессор греется 80-83 градуса. Карточка прогрелась до 74. Частоты на процессоре на тех ядрах, которые загружены, были 4000-4050 МГц. CSGO. Высокие настройки графики. Процессор греется 77-80 градусов. Карточка прогрелась до 74-76. Частоты на процессоре в среднем 4000 МГц. Far Cry 5. Максимальные настройки графики. Процессор греется 77-83 градуса. Карточка прогрелась до 66. Частоты на процессоре на загруженных ядрах 4000 МГц. Control. Высокие настройки графики. Процессор греется 77-84 градуса. Карточка прогрелась до 74. Частоты на процессоре на загруженных ядрах 3950-4000 МГц. Metro Исход. Ультра настройки графики. Процессор греется 77-80 градусов. Карточка прогрелась до 75. Частоты на процессоре 4000-4070 МГц. Shadow of Tomb Raider. Максимальные настройки графики.
Процессор греется 78-82 градуса. Карточка прогрелась до 76. Частоты на процессоре в среднем 3970-4000 МГц. RDR2 ультра настройки графики. Процессор греется 78-80 градусов. Карточка прогрелась до 76. Средние частоты на процессоре 3950-4000 МГц. Assassin's Creed Valhalla ультра настройки графики. Процессор греется 77-79 градусов. Карточка прогрелась до 75. Частоты на процессоре на загруженных ядрах 3950-4000 МГц. Battlefield 5 ультра настройки графики. Процессор греется 86-87 градусов. Карточка прогрелась до 76. Частоты на процессоре в среднем 3950 МГц. И напоследок Cyberpunk 2077. Здесь я проводил тест как с RTX лучами, так и без них, поэтому озвучиваю общую информацию. Очень высокие настройки графики. Процессор греется 77-83 градуса. Карточка прогрелась до 74. Частоты на процессоре 3900-3950 МГц. Ну а теперь несколько игр в разрешении 2560 на 1600. Плюс сравнение данного ноутбука с кое-каким другим аппаратом. Здесь мой сногсшибательный голос будет лишним, поэтому всем приятного просмотра. Погнали!
Ну что, как вам результаты? И да, уже давайте, как по традиции, остановите пока это видео и напишите свой первый комментарий со своими первыми мыслями. Написали? Хорошо, я тогда продолжу. Данный ноутбук обошелся мне за 40 тысяч чешских крон. Это примерно $1900 или примерно 140 тысяч рублей. Да, курс доллара сейчас, конечно, не самый лучший. Стоит ли этот ноутбук своих денег? Ну, в целом, я уже высказывал некоторые свои мысли на этот счет в прошлом своем обзоре на модель с карточкой 3060. Те, кто смотрели, помнят мои слова. Но если еще раз вкратце, то у данного ноутбука хороший корпус, который состоит на 65% из металла, хороший экран с достойным цветовым охватом, плюс с весьма большим разрешением самого экрана и соотношением сторон 16:10. Также здесь весьма шустрый SSD-шник на 1 терабайт, мощный процессор и, само собой, не забываем о мощной видеокарте, которая может работать на 130-140 Вт. И вот именно поэтому я считаю, что да, данный ноутбук стоит своих денег. Конечно, цена далеко не самая бюджетная и не каждый сможет купить себе этот ноутбук. Но а чего вы хотели? Неужели вы думали, что ноутбук, в котором будет стоять такая мощная начинка, будет стоить $1000? Ау, ребят, извините, но я думаю, вам нужно спуститься с небес. Вы вообще видели, что сейчас творится на рынке железа? Тем более, я уже не раз говорил в других своих видео, что никто из крупных А-брендов не будет вам продавать весьма качественный товар за копейки. А те, кто все-таки пытаются это сделать, то по факту просто вам продают красивую обвертку с горячей пустышкой внутри. Конечно, вы можете что-то купить дешевле, но потом тогда не нужно бежать на форумы и жаловаться, говоря, мол, что все игровые ноутбуки горячие. Нет, не все. Вы сами видели температуры. Да, они выше, чем в том же десктопном ПК. Но если не забывать все-таки о том, что это компактный форм-фактор, то данные температуры очень даже хорошие. Вы могли видеть сегодня сравнение данного ноутбука с другим аппаратом. И там отлично видно, где стоит хорошее охлаждение, а где посредственное. И это при том, что в Легионе видеокарта имеет высшее энергопотребление. Подводя итоги, покупать этот ноутбук или нет, решайте сами. Но мое личное мнение такое. Если вам нужен ноутбук реально с хорошей мощной начинкой и с нормальными температурами, то данный Легион стоит все-таки рассмотреть к покупке. Железо здесь молотит вовсю, температуры в нем весьма адекватные, и цена у него пусть не самая бюджетная, но зато более-менее вменяемая, если все-таки сравнивать с другими конкурентами. На этом у меня все. Если вам понравилось это видео, то ставим палец вверх. Также не забываем написать в комментариях, что вы думаете о данном аппарате и купили бы вы его себе, либо, возможно, смогли бы вдруг найти что-то похожее за такие же деньги. Плюс не забываем подписаться на мой канал, если вы этого еще не сделали. Всем спасибо за внимание и до встречи!